В данном видеоуроке мы поговорим о database в концепции, допустим, вам задали вопрос, что такое database, и вам нужно объяснить. И вот мы сегодня этим и займемся. Вы поймете, что это такое, вы сможете это объяснить на собеседовании или просто в компании вы сидите, люди знают, что вы занимаетесь изучением программирования, вам могут задать, а что такое, задать вопрос, что такое database, и вы сможете развернуто ответить и блеснуть знаниями на собеседовании. Смотрите, начнем с того, что вообще, зачем нужны database? Все дело в том, что нам нужно обеспечить постоянство наших данных. Вы помните, я вам рассказывал когда-то, что если, допустим, наш бэкэнд, сервер перезапустился по каким-то причинам, неважно по каким, нам нужно, чтобы наши данные не потерялись. Для этого мы их храним отдельно на другом сервере, то есть это database. То есть нам нужно постоянство в случае перезапуска сервера. Теперь нам нужно где-то хранить долго наши данные, да, то есть нам нужно их где-то сохранить на долгое время и знать, что они в безопасности. Теперь, файлы медленные. Что я хочу сказать? Помните, когда мы говорили о LowDB, работали с LowDB, то если нам нужно было перезаписать наш файл, он перезаписывался полностью. Если вам может показаться, что это быстро, на самом деле это не так. Это очень медленно, особенно если файл становится очень большим, и вам нужно заменить какую-то небольшую часть, у вас переписывается полностью ваш файл. А это очень медленно. Нам такое не подходит. Время имеет значение. Теперь, database могут быть запущены на разных серверах. То есть это разделение ответственности. О чем я сейчас говорю? Смотрите, у вас, допустим, есть большой проект, и вы разделяете его, допустим, на две части. Ну, я имею в виду database. Один сервер отвечает за данные, а второй сервер отвечает за, допустим, веб какие-то вещи. И в случае, если у вас проект разрастается и у вас, допустим, данные увеличиваются, вам не нужно поднимать мощность на обеих серверах, на обоих серверах. Вы поднимаете только на одном, там, где это требуется. Если это database, поднимайте там мощность. Если это касается веб-части, поднимайте там. То есть вы понимаете, да, экономите средства, деньги, электричество. И еще такой вариант. Допустим, у вас компания, вы работаете сразу с 20 маленькими проектами. Гонять под каждый свой сервер, это тоже с экономической точки зрения нецелесообразно. Гораздо выгоднее разместить все, централизовать на одном сервере. То есть вы понимаете, в зависимости от ситуации нужно находить компромисс, где вам это лучше сделать. На одном сервере или раскидывать на несколько серверов. Все от ситуации зависит. Ну, короче, здравый смысл никто не отменял. Теперь давайте поговорим о том, как хранятся данные в database, потому что это очень важно. Скажем так, есть два основных способа. Есть table-based, то есть как таблицы, и есть document-based. Это, скажем так, все остальное, потому что документы могут быть очень разные. Начнем с table-based. Table-based. Это строго регламентированная структура. То есть это у нас столбцы, строгость типов. Это что-то похожее на Excel или CSV файлы. То есть все, что table-based, это все SQL. Все, что не table-based, это, можно сказать, это все остальное, но SQL. И это в виде документов, то есть основано на документах. Причем нужно здесь сразу сказать, что документы могут быть очень разные. Здесь у нас есть какая-то гибкость. В чем она проявляется? То есть у нас есть аналогия такая с JSON-объектами, то есть с массивами. И здесь нет жестких ограничений. То есть, к примеру, у вас есть какой-то пользователь номер один, он записан в одном формате, есть пользователь номер два, он записан в другом, и вы можете их обоих положить в одно хранилище, и это все равно будет работать. Вот. Давайте теперь повнимательнее посмотрим на примеры. К примеру, есть у вас SQL, ну, не так. Допустим, с Excel у вас наверняка никаких вопросов нет. Возможно, с CSV вы никогда не сталкивались. Так вот, давайте рассмотрим этот вариант. Скорее всего, это может выглядеть вот так. То есть все в кучу будет сложено. Но здесь на самом деле есть структура.
структура эта вырисовывается с помощью хедера. Кстати, что интересно, он может быть, а его может и не быть. То есть вот эта первая строчка, да, она описывает контекст. Здесь есть имя, email, location. И то есть каждая из них подразумевает колонку снизу, да, то есть name, вот, Руслан, допустим, какой-то это mystery или фу. Потом у нас email, то есть вот он адрес, и дальше location, Франкфурт. То есть по идее подразумевается, что вот это все должно выглядеть вот таким вот образом. То есть есть у нас какая-то структура, которая помогает нам все это строго раскидать по колонкам. Она обеспечивается за счет запятых. Обратите внимание, что вот у нас здесь нет email адреса, но мы не можем просто перескочить, то есть мы оставляем пробел. Строгость структуры соблюдается всегда. А вот если мы, допустим, перейдем к document-based, как я уже говорил, здесь у нас есть некоторая гибкость, да, flexible, то здесь все похоже на JSON. То есть фактически это объект, вот он. То есть если в первом случае это выглядело вот таким вот таким вот образом, то в этом случае в виде документа это выглядит уже вот таким вот образом. То есть это объект, внутри у нас есть пары, да, ключ значения. Обратите внимание, что в третьей строке у нас нет вообще упоминаний о имейле, да, то есть мы просто его скипанули и никак это не отображаем. В SQL варианте такое не пройдет. Здесь нам нужно оставить пробел, то есть здесь все строго. А здесь мы можем просто вообще никак не указывать email адрес. А если вы посмотрите на строчку номер 2, то вы увидите, что у нас email стоит на первом месте. То опять же, в SQL варианте такое бы не прошло. А здесь мы можем так делать. Мы можем поместить это сюда, а можем вообще в конец вынести. Вообще не имеет никакого значения. То есть здесь есть гибкость. Плюс еще есть такой момент. Мы можем, допустим, вместо имени здесь поставить, к примеру, какую-то цифру, да, то есть number. И это будет работать, это приемлемо. А в SQL мы такое сделать не можем. Вам сразу же вылетит ошибка и скажут, это не имя, это не string, что такое. Вот. А NoSQL, то есть документ, формат, нам это позволяет сделать. Перед тем, как закончить, я хочу вам просто донести одну мысль. Дело в том, что кто бы вам что ни говорил, что нужно учить сразу SQL, да, учить вам его все равно придется, потому что он мега популярен, это 3/4 рынка, но мы начнем с NoSQL по той простой причине, что он вам знаком. Это тот же самый JSON. JSON-объекты, массивы, это все вам знакомо. Вы поймете вот это, потом перейдете к SQL. В любом случае, четверть рынка за NoSQL, за Document-Based Database. Это знать нужно. Когда будете смотреть вакансии, вы увидите, что это всегда идет плюс, если вы знаете NoSQL. Ну и потом чисто из образовательных соображений я считаю, что проще начать с этого и потом перейти вот к этому. Увидимся в следующем видеоуроке. Я вам более подробно расскажу, что такое SQL и с чем его едят. Увидимся там.